Так, парни, я думаю, что все вы прекрасно понимаете, по какой причине я вас собрал. Тепловизор может заметить весь силуэт человека, открытые участки тела или даже теплый выдыхаемый воздух. Так, ну вот в этом режиме он еле видит. секретная разработочка, делают ее в Новочеркасске. Мы видим руки, видим лицо. Оп. Поменяла контраст, его не видно, смотри. Так, в таком контрасте его практически не видно. Тебя хорошо не только не видно в теплах, но тебя еще и не видно обычного взгляда, потому что днем ты можешь превратиться в копну. Маскировка всегда была важной частью боевых действий на всех уровнях, от стратегического до тактического. Важно скрывать солдат, технику, и, естественно, нужно все это скрывать от врага. Раньше было достаточно обмануть глаз противника. Например, во время Великой Отечественной войны Красная Армия использовала разные маскировочные приспособления, чтобы скрывать перемещение войск. Были маски, имитирующие кустарники, заборы, разрушенные здания и так далее. А для артиллерийских орудий применялись вертикальные маски, которые можно было быстро поднять и опустить. Особенно эффективными были качающиеся маски, которые ставили перед противотанковыми пушками. Эти маски делали из щитов шириной до 5 метров и высотой до 2 метров, которые перед стрельбой поднимали, а после выстрела, естественно, их снова опускали. Такие примеры очень были полезны, так как потери среди артиллеристов были очень высокими. После войны в СССР разработали новые маскировочные средства, и в 1949 году появился такой комплект, который назывался номер 3, предназначенный для крупнокалиберных пулеметов, минометов и окопов. Комплект представлял собой покрытие размером 6 на 6 из материалов с ячейками 50 мм. Этот комплект можно было использовать в разных вариантах – вертикально, горизонтально, наклонно или как накрытие. В случае налета вражеской авиации бойцы могли быстро развернуть покрытие и накрыть им технику или себя. Со временем маскировочные методы почти не изменились. Изменилась только расцветка и размер ячеек материала, но цель оставалась та же. Однако появление тепловизоров и инфракрасных устройств сильно усложнило маскировку, особенно для техники. И чтобы уменьшить тепловую сигнатуру, выхлопные газы смешивают с воздухом. Самое эффективное соотношение 5 частей воздуха на 1 часть выхлопных газов. Это помогает, но только на больших расстояниях. В ближнем бою такой способ малоэффективен. Недавно Минфин РФ предложил внести изменения в налоговое законодательство. Все мы слышали про прогрессирующий НДФЛ, однако помимо этого был предложен еще ряд поправок, связанных с расчетом НДС и налога на прибыль. Изменения серьезные, затрагивают сферу деятельности множества российских компаний. И чтобы не потеряться в информационном потоке и не тратить свое время на попытки оптимизировать налоговую нагрузку, рекомендую обратиться за помощью к профессионалам МАКа. Команда первого в России бухгалтерского конвейера МАКа очень внимательно следит за изменениями и тенденциями налогового законодательства и всегда использует новые возможности в целях сокращения расходов своих клиентов. В МАКа функционирует целый департамент, специализирующийся на налоговых консультациях, где профессионалы постоянно держат руку на пульсе и готовы к реагированию в самые кратчайшие сроки. Без больничных, декрета, отпусков на вас работает целый штат узкоквалифицированных специалистов, как конвейер, только без перерыва. МАКа поможет до 80% сократить расходы на содержание бухгалтерского штата, заменит собой всю бухгалтерию или возьмет на себя определенный участок работ, например, кадровое дело производства или расчет заработной платы, освободит вас от поиска и найма профессиональных кадров, что позволит сосредоточиться
на основных бизнес-процессов. Напоминаю, что с момента основания Мака ни разу не повышали цены на обслуживание, и в начале года было принято решение не поднимать стоимость услуг и в 2024. Всего за 2000 рублей в месяц вы получаете бухгалтерию уровня больших корпораций. На вас работает не один маленький универсальчик, а 6 специализированных департаментов, готовых взять на себя все вопросы, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом. Подключайтесь к Мака. Теперь первый месяц обслуживания всегда бесплатно. Ссылка на Мака Эксперт в описании. В авиации для уменьшения теплового излучения расширяют сопла, чтобы горячие газы смешивались с холодным воздухом. В некоторых случаях все горячие элементы самолета выводят на верхнюю часть фюзеляжа. Примеры таких самолетов — это американский F-117 Nighthawk и B-2 Spirit. Вы подумаете, зачем я начинаю с авиации, бронетехники и все такое, вы поймете дальше. Бронетехника имеет значительную тепловую инерцию. И исследования показали, что танки и БМП после выключения мотора еще долго светятся. Утром они выделяются на фоне нагревающейся земли, а днем нагреваются до 70-80 градусов, становясь отличной мишенью. Снизить тепловое излучение можно с помощью специальных покрытий. Например, можно укутать машину в слой теплоизоляции. В России для этого используется комплекс «Накидка», а в НАТО — шведскую систему МСС от Saab. Эти накидки также уменьшают вероятность обнаружения радиолокаторами и визуальными средствами. Самый проблемный элемент в системе тепловой маскировки — это, естественно, двигатель. В двигателе внутреннего сгорания выделяемая тепловая энергия вдвое превышает механическую работу. Двигающаяся колонна бронетехники — отличная цель для высокоточного оружия. Решением может послужить вспомогательная силовая установка с меньшим тепловым контрастом или переход на электрический привод. Но это технология будущего, так как емкие батареи пока что еще толком не придумали. Сейчас более логично использовать гибридные машины, которые могут передвигаться на электротяге по полю боя и использовать ДВС на марше. Электроприводы также снижают шум, что важно в разведывательной технике. Такие методы маскировки могут использовать и для людей. Правда, заменить источник тепла, то есть человеческое тело, пока что невозможно. Раньше считалось, что тепловую сигнатуру человека скрыть нельзя, что давало современным армиям преимущество перед террористами и бандитами. В интернете полно видео, где в темноте уничтожают боевиков, которые не подозревают, что видны в тепловизор. И для стрелка это просто светящиеся силуэты на экране прицела. Умение воевать в темноте и плохую погоду – важное отличие современной армии. В США тепловизоры третьего поколения считаются стратегическим оружием и запрещены к экспорту, но теперь даже самые радикальные элементы стали использовать тепловизоры и инфракрасные приборы. Первый костюм, который мы сегодня тестируем, это секретная разработочка, делают ее в Новочеркасске. Народный, так сказать, военно-промышленный комплекс, или народный ВПК. Здесь очень удобные заклепки. Достаточно удобные, они не расстегиваются внезапно. Карманы имеются также под то, чтобы освободить руки. Он одевается полностью, у него есть капюшон. Вот такой. Капюшон достаточно глубокий. И вот тут есть такие вот лямочки. Если вы увидели какой-то или услышали приближение тепловизионного коптера или просто коптера, то вы можете присесть, как-то сократить свой силуэт, и вас уже по логике вещей не должно быть видно. Я на этот костюм достаточно много возлагаю надежд. Я не знаю его цену, честно скажу. Здесь есть заклепки вот такие. Здесь есть подтяжки, то есть можно подтянуть под свою длину. В нем достаточно комфортно. Мне совершенно не жарко в нем. Хорошо в нем то, что он закрывает полностью ноги. Это мне очень нравится. Но это, наверное, будет мешать мне передвигаться по лесу. Хотя бог его знает. Здесь есть как бы карманы, чтобы залезть в штаны. Это тоже очень удобно. Вот раз, я залез. И мои руки тоже спрятаны. То есть сами ладошки. Как меня видно в прицел? Руки видно. Видно руки и лицо, судя по всему. Вот я сейчас поворачиваюсь вот так. Все, контур не рисуется. Это отличная вещь. Но как он покажет себя ночью на тепловизоре 3T Mavic? У меня прицел от компании iRay, это самый последний, который совмещает в себе и коллиматор, и прицел. То есть здесь у нас коллиматор, и здесь же отображается окошко тепловизора. Вот мы его снимаем, и теперь мы видим в разных спектрах. То есть это белое, черное, контрастное, и как в чужом он дорисовывает силуэт.
Вот как это работает. Человек сидит, и мы видим его в полной темноте. Тут эффект мерцания. Он мерцает, то есть чтобы не постоянно высаживать теплак. В других режимах это выглядит вот так. Еще один режим. Еще один, давай. Следующий костюм, который стоит 50 тысяч, называется «Мимик» или «Птичья личность» от компании Халитов. И здесь вот такие ручки, они, естественно, расширяются. Внушительно это все выглядит. Видно, что материала потрачено немало. Он как-то складывается. Все это подается в сумочке в достаточно большой, в рюкзаке, можно сказать. И начинаем одевать. Вот так это выглядит, если вы хотите отдохнуть, потому что почти уверен, что эта штука очень жаркая. Чтобы накинуть ее, я берусь вот за эти ручки. И накрываю себя вот так. Это достаточно удобно, но чтобы привести его в полный комплект, то есть для передвижения, вам понадобится несколько манипуляций. Здесь есть замочек основной, который его защелкивает. Бам! Остальное происходит при помощи магнитов. Вот так я выгляжу в тепловизор. У меня светится лицо, если нужно, могу засветить еще ладошки. Вот я убрал ладошки. Вот я убрал лицо. И если я хочу превратиться в копну, я делаю вот так. Эта маскировка хороша тем, что тебя хорошо не только не видно в теплак, но тебя еще и не видно обычного взгляда, потому что днем ты можешь превратиться в копну. Это очень хорошо, но в этом очень жарко. В Израиле первыми столкнулись с этим, когда Хамас и Хизбалла начали атаковать израильских солдат ночью. Человеческое тело всегда выделяет тепло. В состоянии покоя организм взрослого человека производит около 100 Вт тепла, а при физической нагрузке этот показатель может увеличиться в несколько раз. Это тепло передается одежде и окружающим предметам, из-за чего они видны в инфракрасном диапазоне и могут быть обнаружены тепловизором, как вот сейчас. Тепловизор может заметить весь силуэт человека, открытые участки тела или даже теплый выдыхаемый воздух. Также бойца могут выдать нагревающиеся предметы вокруг. Оружие, элементы снаряжения. Кстати, вот эти патчи, например, очень хорошо светятся в темноте. Основной способ защиты от тепловизора – это экранирование выделяемого тепла. А для этого нужны специальные костюмы или аксессуары, которые задерживают инфракрасное излучение и не дают ему попасть в объектив прибора. При этом важно, чтобы они были легкими, гибкими и удобными. Решать эту проблему взялась израильская компания Polaris Solution Ltd, основанная бывшими израильскими военными в 2009 году под брендом Раджуга. Они выпускают аксессуары для маскировки бойцов на поле боя. И несколько лет назад они представили свою новую технологию TVC, что переводится как Thermal Visual Concealment. Это материал, который скрывает человека в видимом инфракрасном диапазоне, и точный состав материала неизвестен никому. Но в нем явно используются полимеры, микроволокно и металлические частицы. Это многослойная структура. Внешний слой обеспечивает оптический камуфляж, а внутренний удерживает тепло. Сейчас доступны ткани разных типов: TVC 50, 100 и 150, отличающиеся толщиной 400, 450 и 500 микрометров. Материал плотный, весит 390 до 50 грамм на квадратный метр, максимальная ширина рулона 1,25 метра, длина от 60 сантиметров до 2,5 метров. В самом тяжелом варианте панель весит 2,5 килограмма, а самая компактная ткань 60 на 60 сантиметров всего 15 грамм. Ткань имеет специальную структуру и расцветку, повторяющую ландшафт. Но я общался с разными людьми и говорю, а почему, черт возьми, просто ее не скопировать? И они сказали, что невозможно ее просто на все заказать. Наверное, самый недорогой представитель от компании Завоз.про. Стоит этот комплект всего лишь 3000, 3,5, около типа того. Крепится он, наверное, достаточно просто. Бам! Вот так вот зелебоба крепится. Давайте посмотрим, как я выгляжу в тепловизор сейчас.
По-моему, я очень хорошо свечусь. Не, только руки и голова. Руки и голова светятся, окей. Если я их как-нибудь уберу, ну ладно, убрать мне их некуда, короче, это вот так. Вся спина светится, да? Да, тут у меня не очень хорошие новости, по-моему, тут светится все, но зато это дешево. Стоит ли это покупать, я не знаю. Мы тут, кстати, в секретном канале показали очень много интересных вещей, можете на него подписаться. Я там даже покажу видео, как я сбил дрон Камикадзе из этого ружья. И причем дрон Камикадзе сбивал не на полигоне, если вы понимаете, о чем я. Но такой дастер, который мы сегодня убиваем, вы нигде не встретите. А перед тем, как мы устроим ему прожарочку, я хочу кое-что рассказать. В общем, наш оператор Володя наконец решил купить себе тачку, и вот только выбор у него выпал на нестандартное авто. Но для проверки нужно его пробить через номерограмм. А как это вообще работает, давайте покажу. Берем номер тачки, например, вот, N288KK152. Смотрим, ага, Kia Rio. Видим с 14 по 15 год, потом с 15 года один хозяин. Так, а вот дальше видно, что с 2022 по 2023 года наша малышка спокойно себе катается по Нижнему Новгороду. Без ДТП, все классно, можно брать. Номерограмм поможет вам быстро и легко узнать информацию о любом автомобиле по его номеру. Просто сфоткайте машину или введите номер, и вы получите всю необходимую информацию от владельца до истории автомобиля. Номерограмм вытаскивает инфу о тачке из всех возможных источников, но если бы Вовчик захотел бы себе Kia Rio, все было бы банально и просто. Ну и узнать, какую тачку Вовчик захотел себе, вы можете пробить по этому номеру, который вот здесь на экране. Ссылка в описании. Скачивайте номерограмм и пробивайте все, что хотите вокруг. Рекламные ролики Kit 300 показывают, что в тепловизор человек в таком костюме совершенно невидим. Но это же реклама, там всегда показывают только лучшие моменты. Как именно ткань отводит тепло тела, и разработчики, естественно, не уточняют. Материал TVC описывается как мультиспектральная маскировка. Неподвижного человека не видно в тепловизор, инфракрасный прибор и бинокль. Калифорнийский университет Сан-Диего и Национальный университет Сингапура предложили альтернативный способ маскировки. Их технология предполагает экранирование объекта и активное имитирование окружающего фона. Это многослойный материал из металлов и полимеров. Внешний слой – нагревательный элемент в полимерной оболочке, управляемый микросхемой и датчиком температуры и питающийся от аккумуляторов. Внутренний слой – это полимер, похожий на воск, который меняет свое состояние в зависимости от температуры выполнения функции теплоизоляции. Экспериментальный такой материал работает в широком диапазоне температуры. Внешнему слою требуется около минуты, чтобы нагреться с плюс 10 градусов по Цельсию до 35 градусов по Цельсию. При температуре ниже плюс 30 полимер затвердевает и изолирует тепло. При нагреве выше 30 градусов полимер плавится и не дает пользователю перегреться. КМТО 4.0 выглядит как такой костюм рыбака. Но оценочное суждение мы, конечно же, делать пока что не будем. Первое, что мне нравится, что они как бы закрывают еще и ботинки. Второе, что мне не нравится, что вот это вот все очень-очень сильно и быстро рвется. То есть он буквально порвется об ветки у вас. И пока что мне не очень нравится его стоимость, потому что вот это вот стоит, вот этот комплект стоит 40 практически тысяч рублей. Хорошо, что у него есть штаны, безусловно. Как-то, видимо, это нужно одеть вот так вот. Так, из преимуществ. Он скрывает ваш силуэт, то есть он маскируется под местность. Это очень хорошо. Из минусов то, что вот эти вот штуки рвутся, смотрите. Очень быстро, то есть буквально хватает маленького нажатия, и он начинает разрываться. Это очень плохо, потому что пока вы дойдете до позиции, до своих, возможно, он порвется. Сегодня не будет выводов в стиле «я не знаю, может быть, я непрофессионально подошел, на это нужно смотреть с 1000 метров» и так далее. Сегодня такого не будет. Сегодня будут однозначные выводы, которые вы увидите в конце этой программы. Так, посмотрим, как я свечусь в тепловизор iRay. Что, не свечусь? Да вроде нет. Ну чуть-чуть есть там. Небольшое свечение все-таки есть.
Но если это работает, это уже хорошо. Som Tactical или плащ-накидка HyderX. Самый главный в нем плюс это то, что он очень легкий. Просовываем руки в отверстие. В HyderX крепления сделаны в виде магнитов. Магниты скрепляются. В конце застежка. Бам, все. Из минусов. Здесь нет рукавчиков, в которых я спокойно мог бы идти по лесу. То есть, по сути, такое ощущение, что это нужно только для того, чтобы маскироваться и передвигаться в нем передвигаться в нем не планируется. То есть, ну, если я могу держать, то вот так. То есть, мне сковы движения начинают открываться, видите, да? Любое такое движение я демаскирован. Давайте посмотрим, как он светится в тепловизор. Мы видим руки, видим лицо. А если я повернусь? Никак не светишься. Не светится. Это очень хорошо. А если я пригнусь? Ноги. Наверное, какой-то контур головы видит. Хотя уже нет. Не, есть чуть-чуть совсем. Стоит такой комплект, вот эта накидка, стоит 37 тысяч рублей. Следующий представитель противотепловизионных накидок или плащей называется ПНШ. Стоит он 15 тысяч рублей. Ну, разные там есть цены. Я думаю, что вы сами найдете, если захотите. Давайте посмотрим, как эта штуковина выглядит. Выглядит это вот так. Рассчитано на то, что, наверное, человек будет ходить в ней не очень долго. Чувствую себя как колобок, если честно. Здесь впереди у него закрывается. Можно замаскировать немножечко ваше лицо. Можно его даже замаскировать вот так. Видимо, мне, конечно, ничего не видно, но с точки зрения маскировки, наверное, это мне поможет. Если я, например, прикорну где-нибудь под деревом, это будет очень хорошо. Мне кажется, что здесь есть еще походное положение. Вот если вот так мы сделаем. И, наверное, вот так вот как-то. В нем можно будет идти более-менее. Хотя, если у тебя руки наружу, вряд ли ты человек, который сопротивляется своему тепловому излучению. Но в целом, наверное, это будет значительно меньше, чем если бы я полностью светился. Сначала в таком положении. Потом я ныряю внутрь. И я такой пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, все. Затем вот так. Ну, хедшот поставить может. Голова светится, да? А вот так. Так, все хорошо. Здесь у нас сегодня не только плащ, но и балаклава с защитой лица. Чего, в общем, у предыдущих представителей я не видел ничего подобного. Это называется призрак. Стоит он 27 косарей. Есть у него два положения. Один с рукавами, а другой можно укороченный вариант рукава сделать. Но меня интересует вот такое расположение. Помимо всего прочего, здесь есть еще и капюшон, если вы хотите полностью спрятаться. Давайте посмотрим сейчас тепловизор, как я выгляжу. База, голова светится. Голова светится? Ну, там в области глаз. А вот так? Лучше. У тебя краешки пальцев светятся, кстати. Ага. А вот так? Ноги. Спрятал ноги. Все равно светится чуть-чуть. Смотрите, какая история. Вот это мне, кстати, очень штука нравится. Тем, что здесь есть балаклава, скрывающая ваше лицо. Потому что руки и лицо – это основной инструмент, по которому вас вычислят. То есть, если у вас есть руки, значит, вы человек. Если у вас есть голова, то, возможно, вы не животное. А если вы умеете думать этой головой, то еще лучше.
скорее всего, при передвижении вас все равно будет видно. Где-то рука, где-то нога, где-то голова и так далее. И противник, конечно же, сосредоточит свое внимание на вас. Нетипичный представитель для сегодняшних тестов, потому что это все были костюмы, либо пончо. Это у нас накидка. Чем хороша накидка? Я вам скажу. Накидка хороша тем, что тепловизоры, которые летают, нас интересуют именно эти моменты, потому что, чтобы вы понимали, как происходит война. У каждого подразделения есть определенный участок. То есть, когда кто-то из вас напишет в комментариях, или, может быть, представители этих компаний, что тестировать нужно было со 150 метров или хотя бы с 300, тогда бы человека точно не было видно. Я вам скажу, ни хрена, ребята, так это не работает, потому что там, где идет война, там законы тепловизоров молчат. Над вами висит коптер. Вы знаете, я думаю, все прекрасно, что такое нижняя подсветка включена. Мавики ведь не просто летают для того, чтобы посмотреть, прячетесь вы там или нет. Они хотят вас убить, и ваша задача спастись. Поэтому сегодня в тестах в наших не будет ни толики сомнений, и мы не будем говорить, мы не профессионалы в этом, мы не знаем, как тестировать. Мы тестируем так, как это будет здесь. А вы сами понимаете, что в хардкорных условиях мы тут все это дело делаем. Вот такая накидка спасет вас от тепловизора. Потому что если в тепловизор вас спалят и увидят, что вы где-то находитесь в окопе или в лисьей норе, или просто в здании, туда будут закидывать артснаряды, минометные снаряды, и туда будут кидать, скорее всего, камикадзе. Поэтому, если вы забурились куда-нибудь в окопчик, сверху натянули вот такую штуку, например, и, возможно, она спасет вас от пристального внимания тепловизора, который не где-то на снайперской винтовке, а наверху, и у которого тоже есть оружие. Давайте посмотрим, как вот эта вот накидка от Moda Nova спасет вас. Понятно, что меня сейчас может быть видно, потому что я укроюсь не очень хорошо, но давайте посмотрим. Только ноги. То есть видны только ноги, правильно? Эта накидка стоит всего 3000, и совершенно точно я бы вам такие штуки порекомендовал, потому что в них не нужно сидеть, они не будут нагреваться, это предназначено для того, чтобы сверху вас было не видно. Вот я даже вот так вот сяду. Отлично, в тепловизор не видно, посмотрим, как это будет по-другому. В накидках практически не видно человека, не включая сюда руки и лицо. Что, в общем, в данном случае было практически неплохо. Но что если... Так, парни, я думаю, что все вы прекрасно понимаете, по какой причине я вас собрал. Вы ведь понимаете, о чем я? Нет. А, чё? Нет, это не сцена из фильма «Охота на пиранью», но, в общем, кое-что очень даже похожее. Задача такая. Вы пойдете в посадку, и мы посмотрим, кого из вас я смогу найти с тепловизора Mavic 3T. Два часа ночи. Атмосферка такая, знаете, прохладная. Должно быть видно хорошо лис, зайцев и этих парней. Мы специально дождались ночи, чтобы температура всего вокруг немножечко улучшилась. В смысле, приблизилась к одинаковой. Сейчас мы посмотрим, как парни выглядят без защиты, а потом раздадим им разные плащи, пончи и все такое. И они попробуют скрыться от моих командантских глаз. У меня ведь есть прицельчик iRay, так что я попробую увидеть их так и увидеть их с тепловизора нашего коптера. Поднимай птичку, эти зайцы далеко не уйдут. Раз, два, три, четыре, пять. Кто не спрятался, я не виноват. Вон, видишь, человечек. Есть? Да, видишь, вон. Вот видишь, я веду, никого нет, никого нет. Потом оп, вот видишь, человечек. Опа. Человечек.
На этих кадрах мы видим этих людишек, которые пытаются спрятаться в посадках. И этого тщетно, потому что Mavic 3T очень хорошо их видит. Знали бы вы, какого труда нам стоило поднять этот Mavic. Так, давайте посмотрим, как эти парни выглядят в тепловизор. Так, ну вот в этом режиме он... Вот он еле видит. Только то, что силуэт света, наверное. Наверное, да. А если вырубить О, свет? слушай, HyderX... Вообще не видит. Выруби пока свет. Только видно у него там лицо, да, теплое. Короче, поняли, вот эти два это монаха. Да. Так, давай поменяем режим. Вот Array их немножечко определяет все-таки. Что они тут есть. Смотрите, парни, первым делом мы отправляем вот этого мимика. Иди сюда. Мимика отправляем в переднюю часть посадки, поднимаем коптер. Там где-то еще кошка шарится. И мы специально походили где-то часик вот в этих вот накидках, чтобы точно понять. Потому что не столько проблемным является передвигаться в посадке, сколько передвигаться по открытке. Вот. Открытку мы еще попробуем, пустим их все вместе, посмотрим, кто все-таки выделяется больше всех. Но сейчас мы будем отправлять по очереди каждого человека в посадку и будем смотреть, насколько это действительно эффективный костюм для того, чтобы скрыться вот в такой местности. Мы страдаем ради вас. Иди, страдай. А ну, встань за дерево, Жора. Да. Да. И сядь. И замаскируйся. Лицо укрой тоже. Ну давай, допустим, я отойду назад. Давай посмотрим вот так, например. Ага. Мы поменяли контраст. Вот, смотри. Что-то такое видно. Вот, видишь? В принципе, это он уже, видимо, дышит, это разваливается. Но в целом неплохо, как по мне. Ну да, Ну, отлично. пока нормальный результат, как бы, зачет. Я бы поставил этому костюмчику зачет, если бы он не был таким жарким, наверное. Жора, выходи! Мирань, ну то есть. Выходи. Снимай, как он Жора, выходит. выходи! Включи другой контраст. Давай, какой? Давай, такой, наверное. Ой, здесь его видно. А ну-ка сейчас сядь. Накройся сейчас полностью. Тупо ляг и ложись, просто ложись плашмя на землю. На землю. Вот, видишь? Ляжь просто. Ну вот, нормально, как с кустом почти. Как куст просто. Ну то есть он похож на куст фактически. Да, Вот. он похож на И в куст. другом контрасте, например, там, да? Тоже как деревья светятся, видишь? Ну да. Тут тоже как деревья светятся. То есть, ну, зачет. Короче, зачет, да. Но будет ли зачет, мы еще посмотрим. Все, Жор, иди к нам. Это был мимик НПО Халитов. Жора, ощущения Да. расскажи. Ощущение, ну в этом конкретно, ужасный, очень жаркий. Хотя на улице 20 градусов. Ну летом носить Ты невозможно. проходил в нем где-то минут 30, да? Нет, где-то 40 уже. Ну вот. Ну я мокрый насквозь. Но при этом костюм не светится. Следующий у нас еще один мужичок-боровичок. Подходи. Этот у нас костюм называется... ПНШ. Это у нас ПНШ. Плащ, накидка штурмовая. Не знаю, что здесь от штурмовой, но давайте посмотрим, светится ли она на тепловизоре. Mavic 3T в воздухе. Потрясающий закат. А ты иди туда же, где Жора. Но... Ты глубоко не уходи, Антоний. Но и ты увидишь, по факту. Давай приблизим. А ну, подвигайся, Тох. Подвигайся. Видишь? Его прям вообще видно. Да. А ну, именно... закрой именно лицо, Тох. Поверни спиной. И присядь, присядь! Так, вот он слился. Да, ну, то есть как бы... Но момент Вот, все равно такой, что человек-то идет, и лицо-то видно. Ну, он же лицо не закрывал, видишь? Ну, так как бы... Ну да, контраст очень хороший.
Красиво. Но это мы светимся очень сильно. Да. А так, а его не видно, то есть, ну, хотя вот что-то. Чуть-чуть что-то видно. Давай На вот самом деле на марше, конечно, будет видно в любом случае. так. А ну пройдись 2 метра вправо. Ну, если бы он, блин, накрыл лицо, бы, конечно, было бы более репрезентативно, понимаешь? Ну да. А спиной пройдись к нам. Просто повернись к нам спиной, пройдись. Спиной к нам иди. И присядь чуть-чуть, еще присядь. Просто присядь, ага. И иди. Гуськом. Все, хорош, возвращайся. Это у нас был ПНШ. Вот парнишка возвращается. Ему сейчас мы узнаем, как у него самочувствие. Он проходил 40 минут. Естественно, некоторые элементы нагрелись. Как самочувствие? Ну, он очень жаркий, очень неудобный. В смысле того, что нет нормального крепежа, то есть, по сути, вот это вот единственный крепеж. Мгм. То есть я, например, ну, понятное дело, что если со сборкой это более или менее будет нормально, но чисто на голое тело мне сейчас, то есть худому человеку будет крайне неудобно в нем ходить. Плюс, как бы, я падал Много раз. много раз. Не, я думаю, что Много. кто-то будет смотреть с Майкой, увидит, как колобок катится, скажет, Да, нет, да, это да, точно да. не человек. Именно так. Так, идем дальше. Ты возвращаешься в строй. Давай, Хайдер Икс. Смотрите, мы сейчас дальше переходим уже к накидкам или пончо, которые, скажем так, просторнее. легче. У них они легче. Закрываются они, застегиваются вот так очень быстро. Это Хайдер Икс. На него мы делаем ставочку на самом деле не маленькую, потому что он такой не дешевый, скажем так. И отзывов много. И много положительных отзывов. Давай мы тебе еще вот так вот сделаем. А я тут. Так, иди отправляйся и давайте посмотрим, как он будет выделяться на фоне посадки. Ну, ебать, черный. Не, ну он может быть и черный, но... А ну, а теперь сядь. Спиной к нам. Так, ну он нагрелся, и его видно хорошо. Ложись плашмя. Ну, его видно. Да, Его прям видно. друзья, много писали нам о том, что вот там отзывы и все такое, но вот как бы его видно, к сожалению. Возвращайся, Жора, к нам. А ну-ка попробуй сними его полностью. Вот прям в кадре сними его. Вот идешь, стой, остановись. Просто сними его. Такой похож на Клиффа Бёртона. А этот, включи другой контраст. А спрячься теперь за ним, понял? Вот так. Меня видно, меня не видно. Тут прикольно, что в комплекте есть и плед, и плащ, и накидка именно. Ну, то есть, безусловно, сигнатура немножко меняется. И когда она холодная, она идеально маскирует человека. Но как только человек походил в ней 40 минут, уже мы не можем гарантировать. На базу. Дальше у нас идет костюм «Призрак». Уже начинает светать. Отличный просто рассвет, но земля еще не нагрета, и окружающая среда еще не нагрета. Мы еще обязательно проведем тесты, если вы напишите в комментариях, в дневное время, когда нагретый объект и все такое, и передвигаться. Но знаете, в чем момент? В том, что когда вы передвигаетесь днем, вас видно и без тепловизора. Отправляется «Призрак» и смотрим на тепловизионный экран. Результат мне чем-то напоминает Хайдер Икс, если честно. Как будто они сделаны из завода, честно говоря. Да. Так. Оп. Поменяла контраст, его не видно, смотри. Так, в таком контрасте его практически не видно. Но если мы контраст увеличим... Ну, кстати, Слушай, ну отличный результат. Его практически не видно. ну да, его не видно, кстати. А ну, в другом контрасте. Его еле видно. Ну, Слушай, отличный результат. Отличный результат. Давай пройдись теперь слева направо.
Слушай, неплохо. Ну да, только его полностью надо, ну, типа, если ты наденешь правильно, чтобы ноги закрывались. или Да, там очень что. неплохо. Так, конечно, его видно. Я понял. А ну дай ползком, Тоха. Ползком на ползи, нас. ползи к нам. Медленно очень ползи. Ну, да, конечно, для марша он поднагрелся. Неплохой результат для маскировки. Когда человек, я общался с разными людьми, которые находятся в зоне БД, в зоне БД. Давай, возвращайся к нам, расскажешь свои ощущения. Я общался с разными командирами, они говорят, что если опытный пилот, он, конечно, обнаружит любого человека, который пытается пройти в полосе. Но все, что касательно посадок, вот эта штука работает очень даже неплохо, хорошо сливается. Как по ощущениям? А сколько в нем? Минут 40, 50? Да. Мгм. Сейчас градусов 20, ну типа терпимо. Как летний вариант, нормально. Понял. Я мог бы в нем, ну, еще час бы условно. Это у нас комплект Зелебоба. Он отправляется в посадку. И присаживайся. Спиной. Черный. Он в режиме белого не такой, конечно. В тенте видно, здесь его видно. Так его тоже видно. Так его тоже видно. В другом контрасте его тоже видно. То есть видишь, если в том контраст что-то давал какую-то помеху, Мгм. то здесь А, вот его. На Mavic 3T меняются контрасты. И это дает нам возможность рассмотреть в другом спектре цветовом непосредственно нашего Видишь, героя. двухкамерный режим, то есть у нас получается. И мы увидим прекрасно. Зелебоба, возвращайся. Как ощущения твои? Довольно легкий костюм. В принципе, в нем можно всю ночь просидеть, только мне кажется, в посадке будет очень сильно цепляться за все веточки. А так, Понятно. Так, это у нас получается Барнаул. Давайте посчитаем. Итак, называется у нас он КМТО 40 ЛП2. КМПО 4Л02. Да. Комплект КМТО 40 ЛП2. Данное изделие предназначено для сокрытия теплового поля человека перед тепловизионными оборудованиями, в первую очередь ВПЛА и с наземных тепловизоров в меньшей степени. Мгм. Вот. Минимальная дистанция определения человека с тепловизора составляет не менее 150 метров. Хорошо, давайте закинем на 150 метров. В одной инструкции мы посчитали, что минимальное расстояние, с которого нужно мерить, это 150 метров. Поэтому давайте вот мы отошли на 150 метров, и мы просто... Вот он. Вот 150 метров, и человека видно очень хорошо. Ну, давай даже менее четкий контраст сделаем, например. Ну, даже в плохом контрасте его видно. То есть, если, ну, смотри, если он уйдет в посадку, а ну, продвинься в сторону посадки. Ну вот, когда он только залез в дерево, его уже не видно там. Но понимаешь, проблема в том, что с такого расстояния в такой густой кроне не будет особо видно и без... Чуть-чуть выйди, пожалуйста! Ну, сразу появляется точка, видишь? Мгм. Так, короче... И это без зума. Это без зума. А в зуме? Ну, в зуме ну, четкая точка такая. Так, в зуме видно хорошо, да? Мгм. Так, давай я пошел, да, теперь? Вот, видишь? В какой режим ты не тыкаешься. Давай. Так видно. Так тоже видно. Ну да, в целом как бы есть размытие человеческого Силуэта силуэта, определенно. но идеально ли это? Нет, не идеально. Давай я пошел тогда. Так, это у нас от новочеркасского производителя. Народный ВПК. Народный ВПК. Лично мне он нравится, я в нем уже весь день хожу.
Давайте я теперь пошел в закат. Че, я погнал? Все, стой, стой, стой. Мой бро. Неплохо, кстати. Хорошо. Чуть-чуть выйди, Лех. Чуть-чуть выйди! Блин, ну, кстати, ну неплохо, вообще не видно. Глянь. Спиной повернись! Однозначно его не. Хорошо. Ну, вообще не видно, кстати, абсолютно. Вот в сравнении с предыдущим барнаульским костюмом, тут вообще ничего. А ну, слышишь? Лех, вас... А ну, вернись, Лех, на 2 метра верни, выйди. Вон тут нет, вот туда еще, за кустом. Вот так куст обойди и прямо иди. Иди в крону, иди в крону. Ну, и сядь. Садись! Садись! Ну, кстати, он, видишь, он там за кустом просто прятался. Если он не прячется, уже видно лучше, конечно. Сейчас разные режимы потыкаем. У него спина почему-то хорошо видна. Потому что она больше всего соприкасается, наверное. Вот, видишь? А лицом повернись к нам. Ну, сразу видно лицо. Нет, только капюшон накинь и сгруппируйся. Ноги закрой. Сейчас ноги закрой. О, ну, кстати, когда он закрыл ноги, его не так хорошо видно. Но все равно немножко контрастирует. Ну да. Чуть-чуть, ну, блин, я думаю, что с большего расстояния будет очень тяжело увидеть. Ну, через кроны. В принципе, мне кажется, что все с большого расстояния будет сложно заметить. Понятное дело, что это однозначно лучше, чем отсутствие накидки. Ну, неплохо, неплохо. Все, выходи! Сейчас мы отправляем человека. Мода Ново. Вот такая накидка. Просто накидка. Без наворота, что называется. Вот тут, наверное, можно держаться. Давайте посмотрим, видно ли человека. Но она не нагрета, он мне не ходил. Но, с другой стороны, она и не должна, она же не работает прям как накидка такая. То есть она, видишь, она просто кусок прямоугольной ткани, по сути. Смотрите, этот кусок прямоугольной ткани практически не светится. Ну, есть какая-то сигнатура, да, ну потому что он Ну, не потому плотный. что он не плотный, да. Я думаю, что эта штуковина очень подойдет для того, чтобы Позиции накрывать. позиции накрывать, еще что-то. Ну, то есть вот как бы он- Все, Вань, возвращайся. Еще один представитель противотепловизионных накидок – это «Мираж». Они из Санкт-Петербурга. Ребята делают вот такую вещичку. Внутри она какая-то многосложная. Открыв ее, ничего мы не обнаружим. То есть это... обнаружим. Внутри там, кстати, вот мы сейчас бы провели тест. Она должна быть вот так вот. Надо, чтобы она была у тебя вот так вот в руках. Что в конце у тебя вот так. Ну, давайте проверим. И давай посидишь там минут 10. Так, давай, вперед. Так, человека пока что не видно. при любом И контрасте. так не видно. И расстояние маленькое достаточно. Да. Ну, опять же, человек ее не носит. Если бы он ее носил, наверняка разница была бы ощутима. Знаешь, в чем плюс такой штуки? Ты ее свернул в рулон, повесил себе на бок, надо развернулся, и все. Смотрите, сейчас мы возьмем обычное пончо, ничего не имеющего к нанотехнологиям, который просто, возможно, может как бы уберечь человека от каких-то его дополнительных контрастов. Это обычное пончо, здесь нету ничего, никакого тепловизора, никакого противотепловизионного материала. Это просто пончо для того, чтобы не промокнуть и не продрогнуть раньше времени. Сейчас отправляем его в посадку и посмотрим, есть ли какая-то разница вообще. Это точно не...
стоит. Ну, то есть прошлое лучше, очевидно. Но сказать, что разница, ну, оно стоит, блядь, 2000 рублей, понимаешь? Оно стоит 2000 рублей. Ну, И больше дороже. да. Ну, человек-то... А ну-ка, открой лицо. Так, вот так его точно хорошо видно. Ну, давай зумимся, да, пусть его. Так, он в обычном пончо. Ну да, нагревается. Оно нагревается, видишь, очень быстро. Очень Тебе быстро. жарко? Ну, видишь, он его поносило, видишь, он сразу начинает греться. Да, буквально через пару минут он начинает греться. То есть, Его ну, уже видно даже на зуме. в общем, да. Его хорошо видно. Да, все-таки разработки имеют А значение. мы думали, что это... А мы думали, что да. Итак, самая большая проблема не в том, чтобы спрятаться в накидке в лесу, а в том, чтобы перебежать по открытке до позиции, до, там, не знаю, до штурма окопов или еще куда-то, но и даже ротация таким образом происходит. Сейчас 8 человек стоит за моей спиной, вместе со мной имеется в виду. Все мы в разных накидках, в разных пончо, кто-то просто в накидке. И сейчас мы пойдем по открытому пространству, по полю, где укрыться нам негде. И увидит ли тепловизор в разных своих спектрах наше передвижение, и мы сейчас поставим точку в сегодняшнем эксперименте, кто же все-таки лучше или меньше светится. Это проволока от тура. Давайте лежа. Антоний, давай, не сдавайся. Ты можешь. Жора просто кустом стал. Что, возвращаемся, да? Да. Так же возвращаемся. Заходим шеренгой. На этом эксперименте мы видели, что и я, и вот этот легкий костюм, и другой легкий костюм светились как будто бы черным. То есть мы просто как будто черные среди белого поля, среди зеленого поля. Это, знаете, не очень. И лучше всего здесь зарекомендовал себя вот этот парень Мимик, он же Жора, он же Птичник, или как его там называл-то? Птичья личность. Да, короче, птичья личность зарекомендовала сегодня себя, наверное, лучше всего. Вот этот костюм зарекомендовал себя в посадке неплохо, достаточно, скажем так, лучше. Все вот эти вот легкие накидки, они со временем начинают потихонечку нагреваться. Вот. Неплохо показал, кстати, в поле себя вот этот костюм, но передвигаться в нем, именно ползти, было практически невозможно. Накидку, естественно, удержать на себе вообще практически невозможно, поэтому это исключительно для случаев, когда вы хотите накрыть позицию. И Хайдер X Tactical, так же как и вон того призрака, было достаточно хорошо видно. И скажи, как тебе было ползти по, ну, собственно... Невозможно, тут рук нет. В нем никак не ползти. Нет, там есть руки. А это вот, Ну да, если там... оно да. сразу видно будет. Да, А руки будет вообще сразу он видно. супер комфортный в плане температуры. Я в нем, Кайфуешь. да, вообще. Просто как в ветровке. Да, да.
Нужно понимать, что эти люди сейчас передвигались исключительно в футболочке, по летним и так далее. Я более-менее передвигался в каком-то разгрузе, и у меня здесь есть две плиты, которые, слава богу, легкие китайские страйкфейсы. У меня еще будет БК, у меня еще будет автомат, и так будет с каждым. А еще будет шлем, и, конечно же, будет признак того, что по вам что-то будет прилетать, и у человека будет подниматься адреналин, а это явно повлияет на его температуру. Он будет бежать очень быстро, он будет волноваться и так далее. Птичная личность. Птичья. Ну что тут Птичья можно личность. сказать? На мне футболка, боевая рубаха, штаны, подштанников нет и обычные трекеры. Я в натуральном аду в 20 градусов ночью. Если это, ну скажем так, был бы сейчас был час-два дня, а здесь вчера было плюс 41 на солнце, ну от обезвоживания вы умрете. Если надеть на себя жилет, БК, шлем, ну что-нибудь, естественно, оружие, да, там аптечки, то все. Во-первых, ширина. Ширина, ну вроде кажется большой, но на самом деле, оп, мы уже раскрылись. То есть это, ну, не так уж широко. То есть здесь будет что-то цепляться. Не очень неудобные для рук. То есть видишь они, смотри, дистанция прям, ну, то есть приходится, ну, видишь, это Ну, раскрылся. для меня лично, когда я его одевал, было неудобно то, что очень узкие лямки, Да. и если в бронике, я его просто-навсего не одену. Ну да, тоже есть такой нюанс. Ползти в нем невозможно из-за этого, потому что руки, ну, ты не можешь их выше поднять. Если ты их поднимаешь, ты раскрываешься. Ноги, ты видел, у меня торчат. То есть скрыл он меня идеально, прям вот в температуру местности. Но если что-то на мне еще будет, или мне надо будет ползти, пятки меня выдадут. Следующий персонаж у нас. Следующий человек, который очень... Как тебе, брат? Ну, в этом Это ты невозможно катился по ходить. полю? Да, он должен называться не штурмовой, как он там, плащ, не этот, противотепловизионный. Он должен называться колобок, потому что ты будешь просто катиться, вот, иногда вставать, но чаще всего катиться. Да, извините нас, компания, которая производит это, но мы, видите, настроены очень позитивно, поэтому наши оценки, они такие непрофессиональные. Вот, по материалу, насколько мы поняли, это классная штука, реально классная. То Его есть надо он модернизировать, ребят, Да. честно скажу, он его нужно относительно модернизировать в какой-то крепится, костюм, он- потому что это как накидка, это, не знаю, это как, не знаю, как попасть в плен к пауку, например. Да, он жаркий, это раз. Он, в нем невозможно ходить и в нем невозможно ползать. Но он скрывает. Все. Короче, если вы решили поскрываться, то это для вас. А если вы повоевать решили, то что-нибудь выберите, может быть, другое, а может, это вам. Призрак оперы. Он в целом удобный, он широкий, в нем есть место. Сильно не потеешь. Но вот этот капюшон, он бесполезное от слова совсем. Он либо вот так, и ты ничего не видишь, либо ты проходишь 2 метра, и он у тебя снова вот так. Ноги, Ну, слушай, здесь хорошо, что здесь есть как бы укрытие для головы. да, маска есть. Ноги он не закрывает совсем. То есть у меня рост не сильно высокий. Это все. Ну, это, видимо, нужно какие-то чуни еще одевать такие. Но, да. Барнаульский костюм у нас представленный сегодня выглядит как практически охотничий костюм. Ну, как тебе? Легкий, просторный, под ним в броне будет удобно, в РПСе тоже будет удобно, но ползти в нем будет неудобно. Он будет съезжать на лицо, то есть будут путаться штаны. В общем, в полевые выходы сомнительно, но окей. Ну, лучше, на самом деле, я не знаю, что можно было бы Но в придумать. нем не жарко, он хорошо проветриваемый. Ну да, здесь критически на это смотреть невозможно, потому что вот эти бирюльки нужны для того, чтобы маскироваться, в том числе днем нужно тоже ходить как-то и скрывать свой силуэт. Да и, ну, если ничего не одевать, тогда вот вы будете светиться офигенно. Зелебоба. Здравствуй, Зелебоба. Как ты? Отличный легкий костюм, удобен для ношения в экипировке, но, к сожалению, как вы видите, он бесполезен фактически, он светится. Ну, он неплохо светится, да. Зато быстросъемный, я как самурай выгляжу в нем. Для меня вот эта вот накидка, вот этот плащ-костюм мне очень понравился. Мне было легко в нем и ползать, и скрываться, и болтать с вами на протяжении всего выпуска практически. То есть мне вот эта штука понравилась. Подходит это для вас или нет, делайте выборы сами.
А у нас тут шикарные рассветы. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? Да, бессонная ночка была сегодня. И знаете, там еще были кое-какие трудности, которые мы упустили. Знаете, в чем прикол? В том, что Mavic 3T у нас был не прошит. И там, где мы снимаем, была зона no-fly. Мы не могли его поднять, и вы будете смеяться, но чтобы поднять этот Mavic, нам пришлось использовать рэп. У меня есть рэп-капюшон, который работает на частотах 2.4, 5.8, короче, 900, то есть глушит, по сути, камикадзе и должен глушить коптеры. И вы не поверите, но для того, чтобы поднять наш Mavic 3T, нам пришлось включить его, потому что там были GPS-спутники, и он видит, где мы находимся, и поэтому не взлетал. Но нам нужно было проверить, то есть подлетать над посадкой, подлетать к этим ребятам, посмотреть, как они там светятся в тепловизор или не светятся. Короче, что мы сделали? Мы включили рэп, он заглушил спутники, коптер поднялся. Объясню, почему он поднялся, то есть кто-то из вас задастся вопросом, типа, в смысле, он же предназначен для того, чтобы их глушить. Но когда пульт и коптер находятся рядом, естественно, сигнал отличный, и он не заглушит. Это когда далеко находится пульт и далеко находится Mavic, тогда он, конечно же, его обрушит. Но в данном случае получилось вот так, что нам, наоборот, рэп помог его поднять. Потом мы поднимаем его, он взлетает всего на 10 метров. Но нам недостаточно 10 метров, чтобы подняться над этими ребятами. Мы такие, давайте его выключим. Выключаем, и он входит, Mavic 3T входит в режим аса и начинает просто летать над посадкой, буквально не врезается в деревья. То есть мы не контролируем, он сам начинает это делать. Он улетел уже на 400 метров, и нам, чтобы его поймать, пришлось еще раз включить рэп, чтобы он стабилизировался. Вот такая история. Выводы сегодня такие. Зелебоба, Нафаня, вот эти вот, которые недорогие плащи, наверное, они очень хорошо подойдут для маскировки просто в местности. Как противотепловизионные плащи, лично для меня, они, скажем так, никакой пользы не принесли, потому что они светятся сквозь вот эти вот дырки, и ничего хорошего это не сулит вам. Шишка вот эта, в которой был Жора, его ссылочка, кстати, на Telegram можете посмотреть, он там чудит знатно. Понравилась, наверное, лучше всех практически, потому что она точно сливается с местностью, даже с коптера, когда ты летишь сверху. Но если вы насмотрелись на израильские плащи, которых толком еще никто не видел, про них очень мало видео, потому что засекречены технологии, я думаю, что беда в том, что маркетинг сильнее желания говорить правду, потому что испытаний их никто не видел, как это работает, тоже никто не видел, из чего это сделано, тоже никто не видел. Скорее всего, наши производители что-то знают и пытаются создать что-то подобное. И уж точно понятно, что противотепловизионный костюм идеально, вот что-то из того, что мы сегодня тестировали, подходит для того, чтобы скрыться в какой-то местности. Что касательно плащей вот этих вот легких, они хороши тем, что они легкие, но проблема в том, что они светятся и они черные. То есть, если вы собираетесь преодолеть от посадки к посадке или перебежать от здания к зданию, вас в любом случае будет видно, потому что вы светитесь не белым, вы светитесь черным. Чем хороши эти плащи? То есть лично для меня они подходят идеально. Почему? Потому что если я бы собирался на какую-то задачу, к примеру, вот у меня, к примеру, площадь, да, там 500 квадратных метров, и мне нужно пробежать в сторону противника. Или мне нужно каким-то образом передвигаться перебежками там, или спустя время оказаться на позиции. Я подниму Mavic 3T, например, и посмотрю, где черные пятна. Чтобы слиться с местностью, мне нужно стать черным. Говорят, что зимой, когда все холодное, эти костюмы подходят идеально. Вот те, что мы сегодня тестировали, Призрак, HyderX. И мне очень понравилась вот эта разработка ребят. Народные ВПК, они, по-моему, называются. Я не знаю их стоимость, наверное, это секретная еще разработка, но мне доверили возможность его посмотреть. И лично мне он очень понравился, потому что он не просто демаскирует ваше тепловизионное излучение, он еще и маскирует вас в местности, потому что он такой, из чешуек таких состоит. Это очень понравилось. Что касательно накидки. Накидка мне тоже очень понравилась, потому что в какой-то момент на одном из видео, когда мы летим сверху, Ваня в такой накидке, и если бы он не упал, мы бы его, в принципе, не увидели. И вообще на этом видео очень хорошо видно, что идеально скрывает вот эта вот шишка, которая за 50 тысяч рублей. Но есть нюанс в том, что она громадная, и естественно, ее таскать нужно, видимо, перебежками, или это идеально подойдет для снайпера. Но, как сказал Жора, у него может начаться то ли гипотермия, то ли он умрет от жары.
Вот, поэтому, возможно, вам придется быть очень голым снайпером, чтобы в такой штуке передвигаться. КМТО-4 ЛПО-2 мне чем не понравился, тем, что он рвется. То есть, если вы будете бежать по лесу, к примеру, или катиться, то он разорвется у вас в хлам. Поэтому, господа производители, вы уж, пожалуйста, озадачьтесь тем, чтобы материал был хотя бы немножко прочнее, потому что он реально рвется. Что касательно колобка, вот этого, в котором был наш незаменимый Антоний, проблема в том, что он громоздкий, в нем не очень удобно ползти, но он хорошо скрывает от тепловизора. Поэтому я думаю, что разработчики подумают об этом и сделают его более каким-то компактным. Или, может быть, у них уже есть более компактные вещи, которые они нам не прислали. Что касательно перемещений. Сейчас это основная проблема, потому что птички изменили ход событий. Птички висят везде дневные, птички висят ночные, и даже камикадзе уже сейчас появились с тепловизорами. Проблема в том, что вас не видно будет в посадке, и вам для этого, может быть, не обязательно нужен противотепловизионный костюм. Но когда вы соберетесь атаковать, или как только вы соберетесь делать ротацию, вас тут же обнаружат, потому что все сегодня представленные плащи не панацея. Когда вы будете передвигаться, сложно не заметить темное пятно. Да, он хорошо скрывает от тепловизора, да, он не светится, то есть, но нужно сказать, что не существует такого призрачного костюма, который бы вы одели и стали невидимкой. У меня сегодня все, друзья. Если есть какие-то более совершенные плащи или накидки, или пончо, или еще что-то, присылайте в комментариях, пишите свои критические отзывы по поводу нашего сегодняшнего мероприятия. И если вы собираетесь туда, где нахожусь я, то вам такая штука точно пригодится. Но вот какой сделать выбор? Выбор остается за вами. С вами крупнокалиберный переполох. Не переключайтесь, дальше будет интересней.